В чем же заключается секрет того, чтобы корни не пропадали в посадке? Мы же с вами прекрасно знаем, что у взрослых больших орхидей нужно, чтобы корни обязательно перед следующим поливом просыхали. Но эти орхидейки мы с вами держали в воде. Уже пришел. Друг мой, я, конечно, понимаю, что ты эксперт, но давай ты не будешь мешать, самое главное. Ну, молодец. Отлично. Добрый день, друзья! Некоторое время назад я вам показывала пересадку или посадку двух микроорхидей. И под этим видео я прямо взяла телефончик для того, чтобы вспомнить вопросы, которые вы задавали под первым видео. Ссылку на первое видео я оставлю в правом верхнем углу экрана. Почему это микроорхидеи? Да потому что это детки. И историю всех этих деток я рассказывала в первом видео. Одна просто в руках у меня осталась, и мне надо было как-то ей нарастить корни. У второй другая история, у третьей третья история. Но самая главная дискуссия заключалась в том, что корни орхидеи, растущие в воде, они моментально погибают в посадке, становятся водянистыми, внешняя оболочка распадается, и та орхидея, которая стояла в воде, просто ее невозможно посадить, опять пропадают корни. Одна из орхидей осталась расти в стаканчике с водой. Видите, и вода уже зеленая. Я не достаю орхидею, она почти месяц стоит в воде, и наливала я много воды. Вот за месяц вот так вода или впиталась корнями, или испарилась. И я не люблю доставать орхидеи из даже стаканов с водой, но покажу вам. Потому что в прошлый раз я тоже один раз вам ее достала и показала. Вот, полюбуйтесь. Корни, которые находятся в воде, продолжают расти. Одна часть корня находится в воде, вторая часть находится на воздухе, и за этот месяц орхидея начала растить еще два новых корня. Подберу горшок, обязательно посадим. А две орхидеи мы посадили. В чем же заключается секрет того, чтобы корни не пропадали в посадке? Мы же с вами прекрасно знаем, что у взрослых больших орхидей нужно, чтобы корни обязательно перед следующим поливом просыхали. Но эти орхидейки мы с вами держали в воде, корни этих орхидей. И после этого посадили в кору, даже не в керамзит, как я люблю это всегда делать, в кору. Кажется, кора очень влагоемкая, должна держать влагу. Но кора-то у меня свежая, мелкая свежая кора. Я вам сейчас скажу, что я поливала эти орхидеи вчера, причем заливаю горшок на сантиметр ниже грунта. И сегодня могу вам показать, что грунт уже начинает просыхать. Но смотрите, за месяц корни не пропали, корни растут. У этой орхидеи, у нее было значительно больше корней, чем у следующей, корни доросли до внешних стенок горшка. Они растущие. У этой орхидеи корней было меньше. И так получилось, что нам не видно здесь. Вот он, корень находится, который не пропал, не почернел, не стал коричневым. С филаменом не случилось ничего. Плохого. Да, плохого. В чем же тут секрет? Но если орхидеи находились какое-то время корнями в воде, то что им нужно
опять предоставить больше влаги. Я их поливаю каждую неделю. И эта кора, которая еще не влагоемкая, она не впитывает в себя влагу. А почему корни пропадают в таких посадках? Но если вы все время держите и в коре, и в воде, то да, конечно, корни орхидеи задыхаются. Но если все-таки вы смотрите на корни и поливаете тогда, когда корни чуть-чуть просохли, мы не высушиваем до сухарей эти маленькие орхидейки. Им действительно нужно больше влаги. И вот эта невлагоемкая кора, она может оттягивать влагу из корней на себя. Поэтому я просто чаще делаю полив. Я их поливаю чаще, чем взрослые орхидеи. Я наливаю в горшок воду, даю им постоять 20-30 минут, воду из горшка сливаю и наблюдаю за орхидеями. Даже не за самими орхидеями, а за корнями орхидей. Вот я их вчера поливала. Буду поливать через неделю. Вся кора высохнет. Сейчас в квартире тепло, кора будет сухая, корни будут тоже сухие. Будет видно. Вот этот станет часть серебристая. Но не досушиваю, как у взрослых орхидей. В этом случае я не жду, пока полностью просохнет весь грунт. Ведь у меня внизу корней нет. И на кору я не ориентируюсь. Им действительно нужно чуть больше влаги. И тогда они и тургор прекрасно держат, и корешки растят. Но случиться может все что угодно. Такая маленькая орхидейка, она очень уязвимая. И если ничего плохого с такой орхидеей не случается, значит, она вырастает до взрослого растения. Но мы же с вами прекрасно знаем, что когда орхидея растит детку, а если еще и пропадает все материнское растение, значит, есть какое-то или может быть какое-то заболевание и передалось маленькому растению. Вот если этого нет, орхидея прекрасно себя будет чувствовать. А если появится какое-то заболевание, тут мы с вами почти бессильны. А с корнями все очень просто. Держите их в чуть влажном состоянии. Не давайте просыхать очень-очень сильно. И детки себя будут чувствовать прекрасно, и корни не будут пропадать. Ну, подберу горшок для этой маленькой орхидеи и покажу вам посадку этой орхидеи. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Пока-пока.